путешествовать с друзьями и не убить друг друга. Название видео немного кликбейтное, потому что это путешествие получилось просто 10 из 10, но мне кажется, тут причина не только в том, что с нами были замечательные люди, но и в том, что за 27 лет, в которых было достаточно много путешествий, я вывела для себя несколько правил и хочу с вами сейчас ими поделиться, чтобы ваши путешествия с друзьями доставляли вам только удовольствие. Любое путешествие начинается с планирования жилья. И я вам советую выбирать не самый дешевый вариант с большим домом и множеством комнат, а остановиться на отеле. Во-первых, это личное пространство, и поверьте, каждый взрослый человек хочет его иметь. Во-вторых, это возможность всем спать на удобных кроватях и никому не жертвовать спиной. Также это помогает сохранить режим сна, потому что все ложатся и просыпаются в разное время. Поверьте мне, это действительно повысит качество вашего отпуска и путешествия. Конечно, стоит поговорить про то, что лучше обсудить ожидания до путешествия. Легче всего, если они совпадают хотя бы на 80%. У нас в компании все были довольно уставшие, поэтому идея тюленевого отдыха и просто побыть у воды и провести время вместе всех максимально устраивала. Все вялые. Hello! Привет! Ну, типа смесь Английский что такое? Было так бы клево съездить куда-нибудь вместе. Помашите мне ручками. Давайте что-нибудь хорошего отдыха. Да. Из этого пункта вытекает следующий. Чем проще, тем лучше. Советую начинать путешествовать с друзьями с мест, где максимально нечего делать. Можно только купаться, отдыхать и есть. Это создает простор для всеобщего отдыха, меньше обсуждений, куда пойти, меньше разочарований и расстройств, что не нужно кому-то становиться гидом, управлять компанией, всех будить в 7 утра. Все максимально движутся в органичном темпе, отдыхают и не испытывают напряжения. Давайте я посмотрю. Стойте, стойте. Нам побежишь? Ага, отлично. Сюда. Класс. Ну капец. Кайфово получилось. Очень. Прикольно, конечно, они далеко. Да, вы два мандарина. Хороши. Романтичного Сашку в... Опять.
В этот раз наш коллектив для меня был просто идеальной комплектацией. Нас было 6 человек, 3 пары, и это открывает огромный простор для сочетания людей, потому что мы все разные, и это дает огромный простор для различных комбинаций. Например, на девочек и мальчиков, на людей, кто любит активный отдых, а кто любит просто потюлениться, полежать, кто встает рано, кто встает позже. И в зависимости от этого вы можете собираться как вдвоем, так втроем, так и вчетвером, так и в шестером. Это было очень комфортно, вы как бесконечная мозаика, собираетесь в разных сочетаниях, и во всех сочетаниях ты чувствуешь себя клёво, то никогда не остается обделен вниманием, не остается одинок, и для каждого своего желаемого действия обязательно найдется хотя бы один соратник, который будет готов сделать это вместе с тобой. 72-летие! Спасибо! Так, 6. Привет, именинник! Пончик ужасный, можно не есть. Так, я вижу Комекс. Блин, капец, он в твердой обложке, прям вообще. Это я нашел на Netflix сериал, и там был комикс оригинальный. Там можно не понять, что это такое. Да. Мы подумали поддержать твои начинания Это в Волдене. Да. Капец, это я буду как взрослый. Блин, там обычно взрослые дядьки с такими штучками. Блин, класс! Ты стал ходить туда? Да. Блин, кайфы. Это миниатюрка в дизайне Netflix. К моменту публикации на YouTube она уже будет использована. Надеюсь, нас не загребут с порошком. Ну что же загребли, взрослый 72-летний пикап. Не в моих любимых шортах, но... О май гад. Цацки! О май гад. Так, аккуратно с ушами, не торопись. О май гад. Ну, красота. Буду во всех цацках сразу. Конечно. Ну, красота. Ну, Ну, красота. Ну, ладно. Да, да, да. Сразу все понятно. Тоже чпуки. Конечно, бонус в виде хорошего повода, дня рождения, Нового года или чего угодно сработает на ура. Особенно если вы живете в разных странах, как мы, потому что это дополнительный повод не откладывать путешествие на потом, на следующий месяц, на следующий год, а собраться, чтобы отпраздновать конкретные мероприятия и еще этому человеку, который празднует, сделать приятно. Ну правильно. Камера не успевает фокус. Я теперь на открывам. Немножко чилишь. Это ваша вилла, за сколько купили? Занимаюсь
P2P, темки, Темки, торговля. криптовалюты. А, вон она, бля. Так, ну вкуснее. Вкуснее. Нет, оса. Кусать меня, если Аккуратно, руки лучше не надо. думаешь. А что кушать? Это, наверное, будет самый практичный совет из этого видео. И этим приложением мы пользовались впервые в Черногории. Все зарегистрировались. Это приложение, которое помогает рассчитать, кто кому сколько должен в реальном времени. Трируется все очень легко, фотографируются чеки, каждый отвечает, сколько потратил, и сразу наглядно видно, кто кому что должен. Очень удобно, могу смело рекомендовать. Это сэкономило нам кучу времени и нервов. Набери еще немножко. Разделяться классно, делать активности по интересам и не осуждать, если вы не идете куда-то полным составом, это классно. У всех свой режим, увлечение. И главный, наверное, принцип отпуска без давления, который всех будет радовать долгими воспоминаниями, того ничего не заставлять. Поэтому мы прекрасно сходили впятером в мини-хайк, а Гриша остался в номере спать, и все остались совершенно довольны этим решением. Сразу же пропадает этот душный вайб школьной экскурсии, когда никто не хочет на ней находиться, никто не выспался, никто никуда не хочет на самом деле, и просто делает это для галочки. Если в нашем отпуске кто-то куда-то шел и что-то делал, это было истинное желание этого человека, и все получали просто грандиозное удовольствие от всех видов активностей. Котики. Прикабывая. Как нас это увеличить? Очень жарко стало. Мы поднимаемся, можно замедлить темп немного. Да, забейте. Ну ладно, не видно только меня. Пахнет вкусно. Счастливая семья. Капец вы мумитроли. Ну и, конечно, давать всем желающим придумывать идеи и находить места для совместного досуга, но, конечно, с оглядкой на комфорт всех. Инициатива — это супер. Благодаря инициативе в этом путешествии мы сходили с Дашей и нашими друзьями в потрясающий хайк, который, конечно, не закончился так, как все хотели, но я все равно вспоминаю его с большим теплом. Или выбирали классные рестораны, где мы проводили вечера, или классно катались на сапе с Антоном, или праздновали день рождения Гриши в шато с потрясающим просто бассейном и гуляли там по оливковым рощам. Все это было возможно только при условии, что все проявляли инициативу, остальные участники были чутки к предложениям и поддерживали эту инициативу. Меня видно вообще, нет? Только голову. Надо опускать, да? Лучше всего стоит Амалия, она ровно посередине. Вставайте вокруг нее. Ага. Приключения. Приключений час. Я что-то забыл это. Алло. Страшно курица. Пахнет. Моя. Хорош.
Хорош. А я фазенда. Так, все, что не было реализовано. Если очень любят Эрос Рамазотти, он играет с тех пор, как мы пришли. Красиво, я не видел. Очень здорово. Ну и подытожу свой рассказ тем, что путешествовать с друзьями потрясающе и клево. Особенно это ценится, когда вы живете в разных городах или странах, и это повод провести время вместе вовлеченно, чтобы все отдохнули, классно провели время, попробовали что-то новое. И все такие отпуска и поездки, конечно, запоминаются на долгие-долгие годы и формируют кор воспоминания, которые делают настоящую дружбу дружбой. Поэтому, друзья, отдыхайте, веселитесь с друзьями. Конечно, делайте это максимально в комфортном режиме для себя, бережным. Это должно существовать в неком балансе. И мне кажется, в этой поездке и вообще в целом в моих последних путешествиях я чувствую, что я его нашла. Всех целую, спасибо, что посмотрели, и надеюсь, вам захотелось приехать в Ульцинь, Монтенегро со своими друзьями. На видео и не передать, как это сонно.